Хотя медицина не стоит на месте и с каждым годом появляются новые технологии, позволяющие сохранить здоровье ротовой полости, операция удаления зуба до сих пор остается очень востребованной в стоматологии. Сегодня мы поговорим о принципах ухода за послеоперационной раной, знания которых помогут избежать развития осложнений и успешно справиться с неприятными ощущениями, возникающими после удаления зуба. Здравствуйте, мои хорошие! Удаление зуба в полной мере считается хирургической операцией со всеми вытекающими отсюда последствиями. В момент удаления зуба происходит нарушение целостности слизистой оболочки, разрываются кровеносные сосуды и нервы, повреждаются ткани, удерживающие зуб в лунке, что, естественно, вызывает развитие локального острого воспалительного процесса. В этот период могут беспокоить боль, отек, припухлость, краснота в области хирургического вмешательства и умеренное повышение температуры тела, что является нормой. Интенсивность данных симптомов постепенно уменьшается и полностью исчезает в течение 7 дней. Кровотечение после удаления зуба в среднем длится порядка 20-30 минут, после чего последующие 2-3 часа из раны может выделяться сукровица, окрашивая слюну в розовый цвет. По прошествии вышеуказанного времени в лунке образуется кровяной сгусток, который закрывает большую часть ее поверхности, создавая стерильные условия для дальнейшего заживления. Мягкими тканями лунка заполняется уже через неделю. Однако для полного заживления и образования костной ткани требуется гораздо больше времени – от 4 до 8 месяцев. Процесс заживления раны пройдет намного быстрее и безболезненнее, если придерживаться следующих несложных правил. Тампон, помещенный в полость рта для остановки кровотечения, нужно удалить не позднее, чем через 20 минут. Более длительное его нахождение помешает образованию кровяного сгустка, что значительно замедлит процесс заживления и может спровоцировать развитие такого осложнения, как альвеолит – воспаление стенок лунки. Чтобы дать возможность кровяному сгустку закрепиться, на протяжении 2 часов после удаления зуба запрещается принимать пищу и пить. С этой же целью ни в коем случае нельзя полоскать полость рта в первые 2-3 дня, так как интенсивное полоскание может привести к выпадению кровяного сгустка из лунки. Во время приема пищи пережевывание следует осуществлять на здоровой стороне челюсти. Временно откажитесь от спиртных напитков, твердой, острой и горячей еды. В день операции и в течение недели после нее исключите тяжелые физические нагрузки, занятия спортом, посещение бассейнов, бань и саун. Также в этот период не рекомендуется принимать горячую ванну, только теплый душ, а также спать лежа на стороне удаленного зуба. Все это будет способствовать усилению отека. Избегайте переохлаждений и перегревов, чтобы не спровоцировать развитие воспаления. Не ковыряйте в ране инородными предметами и языком. В случае, если хирургом на рану были наложены швы, во избежание их расхождения постарайтесь не открывать широко рот и совершать активных мимических движений. Что касается гигиены полости рта, то зубы в первый день удаления чистить не только можно, но и нужно, но не ранее, чем через 12 часов после удаления и избегая движения зубной щетки в области лунки. Можно ли курить после удаления зуба? Хоть курильщикам и сложно отказаться от этой привычки, все-таки будет не лишним постараться забыть о ней в течение как минимум суток после удаления зуба. Во-первых, втягивание дыма в легкие вызывает эффект вакуума в ротовой полости, вследствие чего кровяной сгусток может вырваться из лунки. Во-вторых, табачный дым сушит и раздражает слизистую оболочку полости рта, что существенно увеличивает риск развития осложнений. После прекращения действия анестетика не исключено возникновение послеоперационных болей.
Для их купирования в первую очередь можно использовать холодный компресс, который также поможет снизить отек мягких тканей. Для этого наберите в грелку или пластиковую бутылку воды и охладите ее в морозилке, после чего, завернув в полотенце, приложите к щеке с больной стороны. Время применения такого компресса не должно превышать 15 минут, после чего необходимо обязательно сделать перерыв для того, чтобы восстановилось кровоснабжение раны. Позже, если боль возобновится, процедуру можно повторить. Из медикаментозных препаратов, которые могут помочь справиться с болью, можно выделить нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен, который достаточно быстро снимает боль, одновременно борясь с проявлениями воспаления. Также из обезболивающих средств, которые можно применять после удаления зуба, следует выделить такие, как кетонов, нимесил, мавалис, виокс. Отдельного разговора заслуживает аспирин, внесенный хирургами-стоматологами в список запрещенных обезболивающих средств из-за выраженного крови-разжижающего действия. Его применение резко увеличивает риск возникновения позднего кровотечения из лунки. Для усиления обезболивающего эффекта и уменьшения отека не лишним будет применение антигистаминных препаратов, например, супрастина, который также обладает общим успокаивающим и некоторым снотворным действием, поэтому после его приема становится легче уснуть. Принимается он по одной таблетке 3 раза в сутки в течение 1-3 дней. Не забывайте, что выбор любого лекарственного вещества должен осуществляться лишь после консультации с лечащим врачом или фармацевтом. Касательно ванночек для ротовой полости, которые способствуют быстрому заживлению и купированию воспалительных процессов, здесь можно посоветовать следующие антисептические растворы: настойка календулы, гексарал, стоматидин, тантум верде, фурацилин, сальвин, гивалекс, элюдрил. Хорошим лечебным действием обладают отвары таких растительных средств, как кора дуба, ромашка и шалфей. Они отлично дезинфицируют полости рта и, как правило, не имеют противопоказаний к применению. Проводить эту процедуру следует очень аккуратно. Растворы антисептиков или отвары растений должны быть комнатной температуры. Наберите лекарственный состав в рот и подержите там 2-3 минуты. Ни в коем случае не полощите. По истечении означенного времени просто выплюньте лекарство. Обычно боль после удаления зуба ощущается в течение 4-7 дней, причем ее выраженность постоянно уменьшается. Если спустя 2 дня после удаления зуба боль не проходит, а только нарастает, беспокоит неприятное ощущение в полости рта, усилился отек и поднялась температура, незамедлительно обратитесь к своему лечащему доктору. Регулярно ухаживайте за своими зубами и не забывайте посещать стоматолога каждые полгода. Это позволит сохранить вам здоровую улыбку на долгие годы. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!